А вот и я. Запускаем оверпупсик. Сегодня КТ будем смотреть. Короче, по гранатам ничего не помню. С вами уже проходили, смотрели гранаты, но давайте смотреть первоочередно, что нам нужно. Короче, если мы игрок ротации, то мы должны, это же 0, мы должны по умолчанию либо кидать вот эту гранату, то есть это смог на монстр, ее там можно с контрола кидать, в принципе такой же ориентир будет плюс-минус, вот. Либо мы должны уметь кидать смог на эти, по-моему, с W еще, может без W, я не помню. Да, вот, с W. Или мы должны уметь кидать вот этот вот смог. Даже, ну, он лучше должен падать. Сейчас давайте по ориентирам посмотрим. Это просто основные гранаты, которые вы должны уметь кидать. Если вы умеете кидать эти гранаты, тут надо просто как-то вставать, я не хочу на это время тратить. Если вы умеете кидать эти гранаты, то дальше у вас два сценария. Если вы играете чуваком, который идет на Б, третьим, то вы приходите сюда и помогаете сыграть антираж. Можете прям вдалеке стоять, кидать флешки по этой. Издалека, с шифта, таким образом, чтобы вот тут вот они лопались, вот они. И вы помогаете сыграть антираж. При этом, если вы первый бэш, вы никогда себе смог монстр не кидаете. И в первую очередь, что вы должны сделать, это сыграть антираж. Что можно сделать по-разному, но самые опытные игроки всегда бежали и играли антираж подобным образом. Они бежали просто вперед, вот так вот. Без прыжков, всякой вот этой вот хуйни. Кидали молотов, смотрели вниз, потом поворачивались и вот так вот нашивали вот эти линии. Если люди рашат, они все умрут нахрен. Это очень важно. То есть у вас этап антираша. Этап антираша также происходит и вот здесь. Это этап, который вы должны тоже уметь делать. Это, грубо говоря, там первый игрок может бежать, кидать молик на детскую. Тут я тоже не факт, что попаду, но вдруг попаду. Да, попал. Вот. Это тоже обязательный элемент. То есть у вас там, например, смог, молик. Ну, молик видели только что как кидать. И вот первый чувак, который бежит, он когда будет сюда прибегать, мы сейчас с вами это замерим как раз. Это, по-моему, ну, там 100% условно старт раунда. Наш челик уже бежит, а может просто вот так кидать, что я тупанул. А, ну да. Что-то я баганулся. Вот. И наш челик бежит, вот он первый, например, да? Он бежит вот так вот. У него этап антираша. Он может сделать вот одну очень важную вещь. Он может прийти сюда, скинуть хаешку туда въебало. Вот тут прошить. А второй чувак, который кидает молик на детскую, у него роль простая. Он приходит сюда, он дает молик, сделает чуть шаг назад, и если что, кидает флешку вот такую в мид. Для чего это все нужно? Это нужно для того, чтобы когда первый, вот наш первый игрок, он бежит, он, например, кидает антираж хаешку, например, он вот так решил ее, да, кинуть. Он мог там сам развеять, пошел правый край, закрылся, типы вперед бегут. Типы кидают какой-то просто там вот это флешки там через верх. Он понимает, что какой-то раш, вот этот второй чувак, он на подстраховке, на подтанцовке кидает просто флешки за спину, там вперед. Ну, первая вперед, вторая за спину. Этот чел открывается, и, грубо говоря, на вас люди выходят, вот просто, ну, чтобы вы понимали. Люди просто из смока выходят. Им вообще неудобно. Они все флешки хавают. Понятно, что там будут в ответ какие-то люди там придумают, будут вам вот эти вот флешки хуярить тоже. Вы тоже будете слепой. То есть вам будут прилетать за атаку. Вот, ну, умные ребята будут вот так кидать, но это все, этого на фейсте вы не увидите. На фейсте вам достаточно, вот вы там два кореша, просто вам как минимум, прям вот база, да, база, научиться молик этот кидать, научиться кидать хаешки антираж, молик не попал, но сами найдете. Научиться хаешки антираж кидать, можно кидать в яму. Можно хаешки кидать антираж по вот такому принципу. То есть вы знаете, что люди бегут. Вот. Если они бегут, то они не в яме будут сидеть, а они будут здесь. И вы должны уметь пользоваться текстурками, да, в CS2. То есть вы понимаете, что люди побегут, вы скидываете вот эту хаешку, а ваш тиммейт сзади просто кидает вам флешку. Вы кидаете хае, чел замедлился, вы открылись, спокойно убили, ушли, все. Вот, блядь, ваша жизнь стала лучше. Можно на ходу кидать, да. Я видел этот смог, но я смотрю именно с той точки зрения, что вы хотя бы какие-то гранаты будете знать. Что типа чел как-то вот так, да, кидал. Типа и просто влево, да, смотрел. Да, можно такое изучить. Почему бы и нет. Короче, мы поговорили про антираш этап, мы поговорили про второго на А. Есть варианты с подвалом, к ним чуть позже. Давайте теперь длину разберем. Что касается длины, что может сделать, например, ну, там, условно, удобство ваше, да? Предположим, вы научились кидать вот этот вот смог, там, потяни, не потяни, похуй как. Как-то научились кидать этот смог на дефолте. И, там, решили дополнить это все вот этим моликом. Здесь есть очень крутая штука. Это третий игрок. Для чего нужен третий игрок на А? Третий игрок на А — это чувак, который оставит свой смог,
например, он его скинет бэшнику, и бэшник сам себе кинет смог. И он побежит вот сюда. Он побежит на длину, будет бежать без остановки. Для того, чтобы этот элемент сработал, вам обязательно нужно, как тиммейту, изучить вот этот вот молик. То есть, если вот этот молик будет изучен, будет максимально просто. И что, собственно, делает этот игрок длинный? Он просто бежит сюда, и если молик потушен, он открывается, убивает челика и убегает. При этом самое интересное, что здесь вот эта роль, да, то есть второго ашника, она супер гибкая. Всегда можно кинуть флешку и для своего длиниста, да. Всегда можно кинуть флешку для длиниста. Тут надо потренироваться, ну именно с точки зрения, как вы будете ее кидать. Но посыл должен быть таким, что вы будете ее докидывать таким образом, чтобы она взрывалась и слепила чувака, который... Так, сейчас я вроде скопировал, да? Оп. Вот. И вы должны также, вот как второй А, учиться для первого ашника накидывать флешки, для второго ашника накидывать флешки, если они какие-то мувы собираются делать, помогающие. И очень круто это работает, на самом деле, вот именно когда у вас там вот этот вот рез крайний. Я на длину, да, окей, киньте там молик детскую, окей, люди кидают молик детскую, ты на плюс В бежишь, и если люди тушатся, ты просто выходишь, сбриваешь их и отходишь. То есть это именно попытка энтрифрага, в том числе это является антирашем. Так, смотрим далее. Антираш мы с вами прошли этап. Есть тоже часть антираша, тоже на пленте, но она уже работает от предикта. И предикт следующий. Вы челов в миду потушили, на детской тушили, не бегают они уже здесь. Куда они побегут? В подвал. Поэтому антираш играется уже в паре со вторым бэшником. Соответственно, вы первый игрок там, да, научились, опять же, там скидывать себе вот этот смог с двух кнопок. Там похуй как, неважно, да. Научились его себе скидывать. Бежите на плюс В. И знаете, что люди будут рашить подвал. Что вы делаете? Вы просто приходите сюда, кидаете эту хае. И ваш бэшник, у него должен быть такой дефолт. Он все время скидывает вот эту хае и шьет. Да? То есть это прям страшнющий антираж, вот эти все пули. И если люди здесь бегут, вы можете делать антираж следующим образом. Мне лично вот так нравится. Вы просто кидаете хае. Пытаетесь убить левого и просто съебываете отсюда как можно скорее. И бежите там налево, если вас догоняют. Я помню, нас Рейн здесь разъебал. То есть, например, я считаю, что тот же молик не особо эффективен. Не прям супер эффективен. Наверное, потому что тут люди просто его потушат, забегут вперед. А вам важно первого убить. Поэтому я бы на вашем месте на фейсе играл бы антираж через хаешку. Все. То есть у вас, получается, есть антираж мида, есть антираж через длину, и есть антираж подвала. Это первый этап. Теперь вернемся к Б, да? Нас бэшник там кинул нам смог. Например, мы играем второго бэшника. Какие наши задачи? Наша задача научиться кидать молик с двух кнопок, который падает в трубу, и делать разбитие подвала, и выучить все прошивы, которые могут быть здесь. Соответственно, для этого вы заходите, пишите себе шоунпакт, также на сервер заходите, сейчас на вопросы отвечу, и учитесь шить. То есть вы должны научиться шить подвал так, чтобы люди в подвале получали пиздюлей, да? То есть мы левую стенку шьем, понятно как, да, левая стенка, она вся прошивается. Чтобы нашить правую, тут нужно потренироваться, да, то есть научиться, в смысле вот эту, да, шить. Здесь будет урона крайне мало, поэтому как минимум вы должны научиться шить вот так. Как максимум вы должны научиться дополнительно себе сделать ориентир, чтобы вы могли шить именно вот эту линию не прострелом. То есть это ваша задача, если вы играете второго бэшника. Соответственно, так как вы бежите по респе и кидаете себе молик, да, там делаете какое-то разбитие, вы можете всегда вот эти прыжки делать и там потом делать вот эти рапсовские истории, да, например, пришли, скинули, чел потушился, вы уже заранее знаете, куда ставить прицел для того, чтобы нашить чела, который бежит, например, по ближней, да, то есть вот так вот бежит. Что вы делаете? Вы приходите сюда, находите себе ориентир, например, пусть это будет вот эта штука, и учитесь стрелять. Видите, это высоко, да, то есть что вы можете сделать для того, чтобы стать круче в этой игре? Найти себе ориентир для того, чтобы прошивать чувака, который бежит в шорт, например, под плюс В на флешку, да, то есть, ну вот вроде, судя по всему, вот так куда-то, да, хотя бы вот так. И при этом всем, что ваше преимущество, да, вы можете просить третьего бэшника прийти с вами, за вас разбить подвал, а вы можете делать вот так. И все. Чел просто отвалится. То есть это тоже этап антираша. Понимаете? И если вы научитесь делать, да, то есть на игроке шорта вы изучите вот это, научитесь кидать вот это, научитесь шить правильно, то вы будете очень сильным игроком шорта. Это как минимум.
Нет, инсту я не знаю, я не по гранатам, ребят. Я про то, как играть в эту игру на этой карте. А гранаты это техники, это техническая часть. Вы зашли за 5 минут, выучили и пользуетесь для своего удовольствия. У этого парня сегодня уже 5-й ММ подряд. И у этого парня 5-й ММ подряд. Но есть нюанс. Тот, что веселый, может и не выиграл, но выполнил задание в пари-пас. А этот парень, он просто еще не видел эту рекламу. Регистрируйся в пари-пас сейчас. Просто продолжай играть и получай в награду скины и ценные призы. Моя задача вам показать этапы на карте для того, чтобы вы умели играть. Соответственно, давайте, вот самый важный момент еще по поводу опорника монстра. Здесь такой момент, это просто тезис, который прям, ну, супер важный, да, то есть вы там сыграли свой антираж, сделали там все вот это, там посмотрели камеры вниз, сделали все вот это, и знаете, что просто на Б потушили шорт, а в мид, что летит? В мид летит флешки, флешки, молики, смог толчки прилетел, прям продвижение, толпа. И у меня к вам вопрос, да, то есть на который многие не могут найти ответ, но сейчас вы на него найдете ответ. Вопрос ко всем зрителям, уважаемым. Мы сыграли антираж, вот он наш антираж, вот мы все это сделали. Мы все это сделали. Вопрос. Нужно ли нам кидать второй смог на монстр? Ваш ответ. Если да, то почему? Если нет, то почему? Давайте. Это база. Это прям база базовая. Нет, на миду рашит. Во. Вот ближе к теме, да? Получается, что карта, если на нее сверху посмотреть, ебать, какая большая. И тройка вот отсюда, 3 человека отсюда, никак не окажется вот здесь. Никак. Поэтому зачем нам скидывать им смог ебало второй? Это не нужно делать. И как только вы научитесь скидывать второй смог по необходимости, а для этого нужно поиграть на карте, это трудно, вы будете крутым опорником Б. То же самое касается всех перетягов, бустов и так далее. Это вторая история, мы сейчас к ней придем. То есть это просто вам часть антираша рассказал, да. Если большинство находится здесь, вы это слышите, понимаете, инфу плюс подвал бегут, не надо скидывать смог на монстр, засейвите его себе для лейта, и в лейте закроете монстра, когда типы стянутся, вы уже весь мир будет знать, что они сюда стянулись, им придется выходить смог, вы будете стабильно убивать троих-двоих. То же самое можно всегда заткнуть шорт. То есть заткнули шорт, челы опять же вынуждены выходить под какие-то флешки, задоджили, убили, все, халяву. То есть ультра легко играется на Б, на фейсте. Это все первые этапы, которые я вам только что рассказал, это этапы антираша. Теперь по фишкам немножко пройдемся, для того, чтобы опасно, что фейк. Считай гранаты, и никогда не будет фейка. А откуда второй смог? А ты разбор внимательно смотришь, что у тебя ротейтер вот первый смог скинул вот этот? Невнимательно смотришь. А ты же играешь антираж. А что ты на антираше тратишь? Тратишь молик. Делаешь вот это, значит, второй смог у тебя остался. Правильно. Вот так вот большинство, к сожалению, невнимательно либо смотрят, либо рассуждают. И делают вывод. А это неправильно, лучше спросить всегда. Ладно, это все не важно. Это был первый этап, он был важный. Мы сыграли антираж. Какой еще вариант антиража монстра существует? Страшнющий, прям ультра страшный. Это антираж на двоих. Антираж на двоих, это когда ты предиктишь, что будет вот этот вот самый выход монстра. И второй бэшник, вот этот вот, он бежит вот сюда, скидывает вот так, встает на хае вот так. Если это будет выход монстра, ваш чел покрошит одного-двоих, вы хае не в подвал тратите, а вы хае тратите на то, чтобы челам просто ее въебало вот так скинуть в страшный момент именно выхода. Это страшнейшая вещь. Я нашел способ, ты когда с девятки прыгаешь, там слева есть некая выпуклость круглая, прыгаешь в нее, экономишь 1,5 секунды, некая выпуклость круглая слева. Вот это? Чтобы не разбиваться, да, типа, нормально. Это умно. Как играть кон? Хороший вопрос. Давай по кону немножко поговорим. В принципе. Вот. Ну, обычно кто играет кон? Давай начнем с этого. Обычно в коннекторе можно оставаться тогда, когда у тебя, например, играется шорт. И, соответственно, опять же, возвращаемся ко второму бэшнику. Взаимодействие простое. Раз. Два. Прошив 3. Пришли. И 4. Должно быть четкое взаимодействие. Как это выглядит с нашего экрана? Бля. Нашив. Ждем. Ждем. Хае. Проверили. Никого нет. Оттопываем. Флэш. Проверили. Все, дальше идти не имеем права.
Такая же история есть с занятием шорта инверсивным, да, то есть можем мы сделать вот так, чел нашил, потом кинул нам раз и два. Соответственно, что мы сделали? Еще раз, с нашего экрана. Молик. У него никто не побежал. Молик начинает догорать. Как только Молик начинает догорать, ебашим ХЕ, под нее делаем аккуратный стрейф плечом, загрызли типа, если он пытается пройти вперед. Прилетает флеш сюда. Под ней ему пикаем сюда. И сразу прилетает вторая флеш. Вторая флеш, вот она. Она взрывается вот здесь. Соответственно, это флешка для того, чтобы убить игрока, который идет в шорт. То есть, если мы, ну... Вот, она, то есть, даже взрываясь вот здесь, она нас все равно слепит. И обе эти флешки, они, по-моему, с одного спота кидаются. Я уже точно не вспомню. Ну, условно, мы знаем, что первая вот так, а вторая, например, вот так, да? Если мы с тиммейтом учимся это делать, бам. И что под это происходит? Правильно, вы под первый флеш сразу пропикали сюда, убили, под второй флеш сразу вышли, убили. Залезли наверх, остались тут или просто ушли на А. При этом вы и подвал отыграли, и при этом вы на А вернетесь. Уже успеете на приемку, потому что теры, они не дойдут до плента, пока вы всем этим занимаетесь. Ну вот такой вариант игры в коннекторе есть. Так, а правильно ли занимать зиг соло за КТ? Ну вообще оправдан, в зависимости от того, когда ты хочешь это сделать. Сейчас, давайте по первому этапу все-таки закончим. Какие еще есть вопросы по первому этапу, а именно антирашу? От монстра? Подожди, то есть тебя интересует именно то, что в первом этапе, я же вроде показывал вот эти флешки, вот мы приходим сюда, мы третий игрок, мы кидаем. Челы, если рашат, они слепые, они горят, им пизда. На шорт, но это короче, вот, смотрите, по поводу шорта. Здесь есть такая история. Соответственно, вы первый. Вы бежите. Потушили. Чел тоже потушил. И мы просто должны научиться кидать своему тиммейту флешку, которая, соответственно... Что, вот это вы спрашивали? Вот это я знаю, что так можно смотреть, ребята. Это все хуйня. Вы хотите забежать, да? Вам нужно изучить флешку. По поводу флешки, прям какой-то крутой флешки я не знаю. На геймсенсе прямо сейчас, я думаю, что что-то типа того будет. Будет вот такая вот флешка просто. Вот она. Что-то типа того будет. И под нее можно выходить. Причем здесь самое интересное, что если вы бежите по первому респауну, тушите. Чел тоже тушит, вы можете успевать кидать вот такую хае. И потом под флешку выходить. Не всегда это, не по каждому респу можно, да, но вот эта буква Б, да, вот этот вот лист, он достаточно крутой с точки зрения траектории, да, то есть ровно хае падает туда, куда нам надо. И вот этот вот чувак, который накидывает вам флешку, да, например, там вот так, да, условно, ну, как я ее кидал до этого, он всегда может кинуть эту флешку, вот так попрыгать, и если чел бежит в подвал, еще ему пиздюлей дать. То есть вот именно задача ротейтора, это прям мультитул. То есть он может и подвал проверить. И если убили шорт, выход монстра, он успевает флешку кинуть сюда, своему бэшнику. То есть это мультитул. Это чувак, который должен прям за все отвечать, все фишки знать, все уметь проверять, все флешки кидать. И вообще прям быть крутым. Вот, крутым чуваком. А если кинуть соло флешки, самому себе накидывать и пикать? Ну как, вообще, самые лучшие флешки на овере, это флешки, на самом деле, именно не соло. То есть это флешки вот типа такого рода, да? Это флешки вот. То есть ты не можешь, там, играя на бочке, кинуть себе вот такую флешку против монстра, да? То есть мы там, типа, условно, ты сидишь здесь, вот так вот, да? Сидишь, смотришь шорт, иногда буст посматриваешь, и... Идет выход монстра, твой тиммейт сразу стоит на этой флешке, и ты убиваешь просто 5. Самому себе там можешь кинуть что-то типа того, но это видно, а это не моменталка. И ты не можешь кинуть отсюда моменталку. Вот, это проблема. Соответственно, здесь самые лучшие флешки, это которые накидывают тиммейты, да, то есть то, что я показал, вот здесь вот эта флешка, там, ну не вот эта, а вы поняли, да, которая для пиками, да. Вот это для длины флешка. Вот здесь вот раньше была флешка, там, да, многие говорили, что она там какая-то эффективная, там, я уже не помню, как она кидается. С контрола. Типа, чтобы упор себе отпикать. Но их все слышно. Самые лучшие флешки, это вот, ты там игрок атаки, ты двигаешься в подвал, и тут в среднем таймере ты просто тебе бэшник захуярил вот такую вот такую аптечку. Ты такой, типа, идешь, смотришь сюда просто вот так. Блять! Понимаете?
Вот это самые лучшие флешки. То есть это флешки, которые накидывают на этой карте вам тиммейтам, потому что расстояния большие. Есть много всяких селф-флешей, но о них потом как-нибудь и не на моем канале, скорее всего. Ну что ж, дорогие друзья, маленькая рекламная пауза. Хотел бы вам напомнить про такую замечательную программу, как ExitLag, которая позволяет вам, благодаря тому, что использует искусственный интеллект и свои личные узлы связи, улучшить ваш пинг от вашего провайдера до сервера. Особенно это касается немецких серверов на фейсе, с которыми сейчас у нас в последнее время проблемы. И зайти туда почему-то тяжело, многие получают баны. Ну и, конечно же, вы сможете снизить пинг, если вы живете достаточно далеко от сервера, потому что ExitLag использует самые оптимальные маршруты от вас до сервера игры. И я вам немножечко продемонстрирую, что нужно сделать здесь для того, чтобы эта программа работала у вас на полную. В правом верхнем углу в поиске находите Counter-Strike 2. Он предложит вам автоматически выбрать сервер Европу. Так и поступайте. И просто после этого заходите в игру. Главное, смотрите, чтобы тумблер был включен. Если же с немецкими серверами есть какие-либо проблемы, вы выходите из игры. Здесь выбираете, напишите в поиске DE и выбираете сервер другой, который больше подойдет вам, и пинг у вас с ним будет меньше. Обычно Фейст использует Фалькенштейн или Франкфурт, но я все же рекомендую пользоваться Европа Автомат. Также вы сможете заходить в Discord, если у вас с этим есть какие-либо трудности. Также включайте тумблер, перед этим ищите в поиске. Ну, я лично использую сервер Лондон, вы можете использовать любой другой. Также любые проблемы с Дискордом пропадут, поэтому крайне вам рекомендую по промокоду для первой покупки Jerry CS2 купить ExitLag со скидкой целых 50%, а мы с вами продолжаем. Игрок мида кидает смок и молик, а пост занимает какую зону? Или он отходит к сайту ближе? Хороший вопрос по первому таймеру. Если у вас есть хороший респаун, то вы можете бежать, именно хороший респаун, да, то есть 1 из первых, то вы можете бежать вот так. Бежите, 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 ваш тиммейт все кидает, там второй, третий. Скидываете там какую-то хаешку себе. Скинули, отыграли этот раш. Захотели, остались вот здесь. Остались вот здесь. Но если вы остаетесь вот здесь, если вы в этой зоне играете, у вас тиммейты, второй, там, третий и так далее, они должны работать против коннектора. Потому что если вы дадите подняться к коннектору, вы уязвимы. То мы должны второго тиммейта там условно ставить вот в такой угол, да? Или там он может вот это вот сделать, но это не обязательно, это для фейса, наверное, больше. Вот, а третий ваш тиммейт, он должен оставаться тоже, например, там, условно на длине. И по вашему контакту шариков, да, то есть вы стоите здесь, вы так ждете, и там атака кидает вот эту флешку, про которую я рассказывал на своем предыдущем стриме, да, классику. Вы стоите здесь, в первом таймере, прилетела флешка, рашат детскую, флеш взорвалась, открыли, убили чела, кинули себе там смог, ну, короче, и живете. То есть здесь доджатся гранаты только так. И единственное, как вас отсюда можно эффективно выкурить, это моликом. Но это за атаку, это, я говорю, в другом видео будет. Так, очень привязан к тиммейтам. Без нор флешек на ней не выиграть. Тяжело. Но здесь можно 30 в соло бить, в отличие от Анубиса, например. Именно за КТ сторону. И на Мираже. Это карта, где если ты соло карту хорошо понимаешь, будешь просто челов на перетяжках все время ебать. Просто вот ебать жестко. Плиз моему кенту, почему задротство смоков гранат это не важно? Нет, это тоже важно, я просто объясню. Задротство смоков и гранат это техническая часть. То есть те там, ты зашел на видео, вот так вот, тебе чел на видео показывает. Станьте так, киньте так. Ты зашел на сервер, стал так, кинул так. Ты попал, все. Через там 5 раз ты будешь стабильно попадать. Но, если у тебя идет речь о более комплексных вещах, например, о том, как отыграть антираш монстра. Если ты не будешь знать, что тебе не ты должен кидать смок на монстра, а твой тиммейт, и ты не научишься бежать правильно вот здесь, скидывать молик правильно вот здесь, отворачиваться от первой флешки вот здесь и убивать здесь троих, то ты научишься только смок на монстра кидать. А когда тебя зарашат, ты отсосешь, не убьешь никого, а потом тебе скажут, бро, как так? А ты скажешь, блять, ну я смок кидал нахуй, или я молик нахуй кидал. А то, что камеру вниз повернуть по микре, ты не додумался. О том, что бежать нужно сближаться, шить правую линию, ты не додумался. Ты этого не знаешь. Но ты знаешь, как кинуть гранату. И вот эти вещи, они позволяют мультикиллы делать. А гранаты не позволяют делать мультикиллы. Гранаты ты их выучишь за 5 минут. Поэтому я даю немного другие знания. Как с рандомом взаимодействовать, попадаются типы, которые думают, надо 2Б играть 3А, что делать тогда, квит писать и все. Играть ротацию, скидывать им этот смог, просить у них смог. И третьим номером ходить либо на А, либо на Б. И продавать своих тиммейтов, периодически просить бусты. То есть вот эти вот все фишки, да? Вот этот вот буст просить. О-о-о. Можно делать вот эти бусты. То есть там бот встал. Мы стоим за стенкой, нас не видно. Флешка атаки вылетела, мы открылись, убили его. Ну, когда мы будем стоять, мы будем видеть. Вот, ну, вот так будем видеть. Все будет видно. То есть вот эти фишки обузим, да? Обузим прошивы.
обузим, знаем, что когда там чувак проходит на воду, что ему всегда можно там накалить хаешкой, там нужно научиться ее кидать правильно, да. То есть, видите, здесь вот такие вот вещи. То есть мы там куда-то встали по ориентиру там и умеем кидать хаешку так, чтобы она взорвалась там вот тут, да. То есть обычно куда игрок атаки? Сюда проходит, вот. Учимся вот это все шить, учимся, если мы третий Б, всегда быть вовремя, там, накинуть вот эту флешку, если нужно накинуть вот эту флешку, если нужно помочь накинуть флешку в шорт, да, там, и так далее. То есть вот это вещи, которые мы все должны уметь делать. Так, все, ладно, давайте ко второму этапу перейдем, а то затянем. Так, второй этап. Мы деремся за middle. Вот. Если мы подрались за middle, и мы можем остаться здесь, мы сможем стоять здесь, то мы нашим бэшникам говорим фокус Б. Это важно, чтобы они закрывали монстра. Почему? Потому что нас не выгнали даже отсюда. Посмотрите еще раз на длину. Вот сюда нужно атаки дойти, потом вот сюда нужно атаки дойти до апланта, а потом вот сюда. Соответственно, что такое оверпас? Оверпас — карта про общение, и на оверпасе мы должны научиться взаимодействовать, так как стяжки супер долгие. С шариков до Б мы будем бежать полгода, даже если через подвал. И обычно все в прогейминге как раз-то учитывают, сажают чувака, который сидит здесь, его не проверить, потом чел отворачивается, он казнит. Соответственно, если мы отыграли мидл и в миду никого, то мы орем нашим бэшникам, прям говорим: пацаны, фокус Б, закрывайте Б, осторожно, шорт и так далее. И они должны тыкать смоки в ебало челам и стоять перед этими смоками, потому что на овере очень тяжело выйти из трубы в смок. Вообще почти нереально в CS2. Далее, если мы стали здесь, или если мы отыграли мидл и захотели поджать чуть дальше, второй этап, мы, конечно же, можем обузить вот эти страшные позиции. Уэт префаешь. Очень тяжело. Если мы хотим, да, мы можем просто игроков атаки, мы их задавили вот этими смоками, мы там им накидали уже вот эти вот все гранаты, и у нас второй этап раунда, они просто, ну, не вышли, да, то есть научились кидать эту гранату, там только правая часть кустов. Вот. Вот эта хаешка. Мы их уже задавили, мы можем занимать дальше. Самая лучшая позиция, которая здесь есть, это детская. На детской вас нереально почти убить. Вы можете оставаться 2А. При этом там условно 3А, он таким вот переходящий будет, да, он, например, будет в шорте. Ну, он будет в коннекторе, который, если что, выйдет в шорт и поможет. То есть, если в миду никого нету на первом этапе, на этапе антираша, мы первое, что делаем, это говорим фокус Б. Второе, мы одного игрока обязательно, если мы 3А стартовали, отправляем в коннектор, чтобы, если что, он успел на вот этот вот выход погасить здесь или убить люркера, выйти и третьим дойти, пока там челы монстры выходят, и уже здесь убивать челов. Это важно. То есть, если вы игрок ротации, вы должны считывать карту и сделать это эффективно. Это на фейсте будет делать абсолютно просто. Люди играть, ну, не умеют. Это абсолютно нормально. Овер часто вообще раньше банился, потому что, ну, вот как-то так. Это что касается, соответственно, плента А, да. То есть мы, если нас выгнали, да, это мы разобрали этап, где мы задавили. Если нас выгнали, что мы делаем? Мы начинаем уходить на бэклайн. Здесь есть несколько линий защиты. Это первая линия защиты, это вторая линия защиты, и это третья линия защиты, то бишь плент. И здесь мы должны просто поэтапно, аккуратненько отдавать позиции. Например, нас выкурили с шариков, дали вот этот смог, что мы можем сделать со своим тиммейтом? Давайте просто, давай встанем в комбину 2 курилка. Один будет смотреть на между, второй будет смотреть длину. Все. Пожалуйста, 0 вопросов. Типа, хотим, делаем. Вообще никаких проблем нет с этим. Да, у нас появляется дырка на банане. Но мы будем знать, что если атака дальше продвигается под точку А, они дополнительно кидают гранаты, топают и так далее, то мы не должны стоять 3Б. У нас третий бэшник, он просто придет на А и заберет банан, там будет прыгать за X. Если на него будут заходить, он там кинет смог себе в туалет и будет жить. А мы в этот момент вдвоем зайдем в спину. Да? То есть вот такой вариант есть. Есть вариант с коннектором, его я рассказывать не буду. Мне не нравится там стоять, я считаю, что это очень хуёвая затея для фейста. Соответственно, есть другие варианты, которыми вы можете воспользоваться. Вы можете дальше продолжать стоять в других спотах, да. Например, вы можете там вспомнить Донка, который стоял где-то вот здесь просто в оффенгле, а его второй тиммейт стоял вот здесь. Да, где-то вот тут, вот так вот он стоял, периодически чекал. То есть можно встать, да, вот в эти комбины. Наглые, опасные, убил одного, закрылся, тип толчка пытается разменять, бежит, сломя голову, ты ловишь его вот здесь, это твой второй тиммейт. То есть все, что касается второго и третьего рубежа обороны, это всегда комбинация. Всегда. Вы должны научиться здесь комбинить. Здесь, кстати, закрыли эти, можно буст раньше было кайфовый делать. Здесь нужно научиться вставать 2 курилка, 2 туалета различными вариантами. Вот. Иногда нужно научиться уходить на третью линию, да, то есть когда мы не можем сдерживать здесь, их там очень много, мы там убили одного, зачем нам оставаться тут? Зачем нам оставаться тут?
Мы же можем просто уйти на третью линию, тут чуть ли не за иксом прыгать, вот тут вот, да. И если люди будут заходить, уже играть от того, что мы там всегда можем кинуть смок-толчки. И, кстати, да, касаемо вот этого смока, это один из самых важных смоков для защиты апланта. С той точки зрения, что пока он есть, мы можем стоять тут, мы можем, короче, пользоваться всем вот этим спейсом, чтобы отпикивать типов. Это очень круто. И мы сетапимся подобным образом. Далее, если мы хотим поиграть там в тоже хитровыебанный КС, так называемый, мы можем посадить чувака сюда, одного, а одного чувака, который прыгает вот так, вот, да, там все вот эту фигней занимается, иногда просить прыгнуть на длине. Типа он играет на спот. И если что, и если там какой-то там будет замес, просто по контакту своего типа открыться. Старая древняя комбинация, но ультра работая, ультра рабочая. Так, здесь обсудили, да, как по мелочи, опять же, нагружать не буду. Главное, чтобы у вас было правильное передвижение. Подрались на первой линии, вас выгнали, ушли на вторую, встали в комбину. Со второй, понимаете, невыгодно, неудобно, ушли в третью. Если на третьей будет замес, раскид, всегда кидайте смог в толчки. Все там флешку райт-кликом и пикайте банан. Покуда там вплоть до того, что вы скинули там условно смог толчки, вплоть до вот таких флешек. Вплоть до вот таких флешек и ебашьте этот банан. Длина до вас долго будет доходить. Вы всегда поймете, когда люди на длине. Важно просто научитесь дефаться здесь. Научитесь кидать смог туалет и убивать банан. Все. Это очень просто. По Б, второй таймер. Здесь интересней. Здесь более вариативней. На Б, второй таймер. Что мы можем сделать? Мы можем сделать там вот эту классику, да? Мы можем научиться, точнее вот отсюда накидается. Мы можем научиться играть ретейк воды. Да? То есть для того, чтобы это сделать, нужно изучить вот эту вот грену. Я не знаю, как она кидается. Но смысл ее заключается в том, что мы должны, грубо говоря, кинуть сюда грену. Это опять же можете посмотреть, это техническая часть. Сделать, ну, кинуть эту грену, кинуть там какую-то хаешку на этого чувака, который потушился там отсюда или отсюда, как я показывал, да, абсолютно на ваш выбор. И сделать буст. Причем бусты здесь более интересные. Здесь, в среднем таймере, мы первое, что слушаем, это нужно ли продлевать смог на монстра. Если по А идет какой-то проход, то мы его не продлеваем. Мы можем делать вот эти джамп-споты, вот так вот здесь. Там аккуратненько играть, можем пользоваться вот этими древними позициями, смотреть только шорт. Но смысл в том, что мы должны понимать, если там трое, а то и четверо, да, потому что один в подвале, 3 топ-мид, 1 подвал, то здесь один. И нам против него, в принципе, дуэль брать не страшно, нам не обязательно скидывать свой смог. Это важная история. Почему? Потому что когда люди начнут стягиваться с А, как они будут стягиваться за атаку? Много вероятно, они будут делать это через коннектор. Что они сделают после этого? Они пойдут в шорт. А если вы засейвите смог, то вы просто им даете им смог в лицо, либо сюда, и у них будет страшный посос. И это очень важно. Комбина, кстати, в лонге, дерево, камень, норм, но она в первом тайминге играется. Она не во втором, поэтому я не стал ее рассказывать. Вот. Соответственно, здесь что мы можем сделать? Предположим, что мы 3 Б, и мы пришли, и нам нужна информация, мы хотим стянуться на А. Но как нам можно стянуться на А? Нам нужно проверить шорт. Если мы знаем, что в шорте никого нету, благодаря этому мы сможем стянуться на А, потому что мы знаем, что шорт никого, но вряд ли они 5 монстров. Если бы они там были 5 монстров, мы бы там их отыграли, плюс там на А какие-то гранаты. Что мы делаем? Мы учимся просить своего тиммейта давать буст. Буст дается сейчас. Буст дается вот здесь. Можно убить подвал в тайминг, подсадиться. Можно встать, убить вот здесь упоры. Буст дается вот здесь. Причем важно, да? Мы, грубо говоря, скинули молик. Там пусть он будет таким плохим, да? Ну-ка, можно так кинуть хаешку? Просто ради интереса. Мы скинули хаешку. Пошили там. Потом тишина, тишина, тишина. Чел думает, ага, все, буста нету. Пам, подсадились и убили его. Причем убить его можно вот как раз таки своего опорника. Вот стоит ваш опорник вот здесь. Вы хотите сделать буст. Окей, сделать хотите буст. Я закрою смоком, приду сюда. Встану там сюда. Го буст, го. Флэш. Бам, флэш взорвалась. Вы встали, убили нахрен тут все, что есть. Проверили и ушли. Причем многие команды... Причем вот здесь вот желательно. Важный момент для ротации, да. Можно даже одного Б оставлять там. 4А идти, ну, многие так делали, ВП так делали. Вот. Здесь важно. Сюда дотопали, здесь не топаем. Если нету захода, то есть люди там не раскидывают свои вот эти вот гранаты, не помню, как они там кидаются, пусть будет так и так. Люди не раскидывают свои гранаты, а просто тишина, но вы проверили шорт. То есть здесь топать нельзя. Дошли сюда, здесь shift, здесь характерный звук железный. Его, как видите сейчас на моем радаре, отлично видно с банана, с между и так далее. Создав этот звук, вы можете очень сильно команду
напротив, да, заставить захотеть пойти обратно на Б, потому что они слышат, что идет третий А. Это стяжка, которую нельзя палить, ее нельзя палить. Если вы будете ее палить, вы будете проигрывать. Это плохо. Это страшно, потому что делать челам за Т. Ну, за Т есть ответы на каждый из моих вопросов. Просто это будет отдельным гайдом, мы это завтра сделаем. Мы можем проверить шорт под бусты. Я считаю, что проходы вот сюда в шорт, они опасны, но тоже доступны. Ну, то есть, условно, пришел третий Б, не хотим делать буст. Окей, давайте пойдем под флешку. Научились кидать какую-то вот такую флешку. При этом, перед тем, как кинуть там вот эту флешку, научились там кидать вот этот молик. Ну, условно. Молик. Чел такой, бля, выбегает сюда. В этот момент ваш бэшник кидает флешку. Чел выбегает, ловит блайнд. Вы его вдвоем сжираете с тиммейтом. То есть по Б. Первое. Не выпустить монстр. Второе, отработать шорт. Отработав шорт, мы точно узнаем, что чела в шорте нету. Это не всегда нужно делать, но это полезно для фейста. Там нубы будут играть. И мы спокойненько можем, благодаря этим проверкам, уходить на 3, а то иногда и на 4А. Соответственно, что еще по Б-планту во втором таймере? Мы, если играем против монстра или против шорта, ну нет, давайте только против монстра. Против шорта это high skill слишком. То мы всегда должны играть вдвоем. Что значит играть вдвоем? То есть мы должны играть на комбине. То есть у нас условно есть игрок там на бочке, да, он там берет какие-то контакты, там стоит на хае, неважно, ну для фейста подойдет. Второй игрок может стоять за столбом, доджить флеш, контакт поэтому открылся, убил, попробовал убить шорт. За столбом мутишься, как Флит дал эйс против Heroic в финале мейджора, да, то есть хорошая очень позиция. Если вы умеете нажимать кнопочки, вы доджите все флешки и открываетесь на несколько спотов. Здесь страшные хайлайты. И отсюда, самое важное, можно уйти. Убили, ваш тиммейт откис, вы понимаете, не хочу брать дуэль. И, ну, научились, короче, убегать. Все, убежали, там скинули себе смог, вот здесь, и живете. И живете, и все, вы просто отец. Ебашьте чела справа, ебашьте чела слева, все, вы молодец. То есть здесь мы играем в комбинах. Я не очень люблю близкие комбины, да, то есть тут есть, я помню, по голове этого, что ли. Да, тут там можно, раньше, я помню, стояли на каких-то комбинациях, типа из разряда, там, один спотает с бочки, второй стоит на флешке. Но это все, как по мне, неэффективная хуйня, потому что если люди выходят, они обычно стараются подойти в упор и потом резко разбежаться, чтобы вы не могли их остановить. Да, то есть и так на фейсе тем более люди будут просто бежать вперед. Поэтому берите, наверное, за основу комбину бочки столб, бочки упор, 2 слева, один по ближней, один по дальней, вот так. То есть один здесь, один здесь. Вот такие комбины берите за основу. Вот эти комбины, ну, то есть эти комбины вы берете за основу, это там опять же, да, то есть тут тоже есть 2 линии обороны. Мы сыграли антираж, мы сомневаемся в своей первой линии обороны, на мало хп мы не можем стать на нормальную комбину, можем уйти всегда на вторую линию обороны, да, мы можем оставить одного игрока там на бочке, пусть он хотя бы вот так там будет стоять, хотя бы под вот это пикать, может чел отвернется. А второй наш чел будет кидать так называемый defensive smoke. То есть здесь надо просто встать сюда. И я не помню как, знаю как в CSGO было, но в общем смысл такой. Это вторая линия обороны. Не обязательно всегда в кровь здесь меситься. Всегда можно закрыть эту историю смоком. Всегда это можно сделать. И игрокам атаки придется либо нырять в смок, либо заходить отсюда. А отсюда мы уже как бы готовы. Мы там запустили чела, бам, пропустили, его убили. Второй наш чел стоит здесь, по вашему контакту поднялся, тоже снес ебучку. То есть второй смог не всегда давать на монстра. Третий смог не всегда обязательно давать на монстра. Можно просто встать 2Б, сказать, у нас на Б все охуенно, стойте 3А. Если чел выйдет монстр, скинуть этот смог и выиграть своей команды время на ротацию. Тут единственное, что, насколько мне известно, до сих пор работают, по-моему, вот эти флешки. Налево они кидают, сейчас посмотрим. Да. Тут до сих пор работают эти флешки. То есть, если вы бежите с А, вот так вот, да. То есть, это тоже вы должны просто иметь в виду. Как на Ancient аналогия с хелпой. Вы там стояли тут, толчки, говорят, это Б, окей, там кинули раз, кинули два, накинули флешек, там лучше одну. Просто бежите как можно скорее и помогайте своей команде. Потому что эти флешки, вот именно в момент выхода монстра, могут спасти вашей команде жизнь. Особенно, если они играют на вот этой вот истории. На этом мы с вами пока что закончим. Завтра, послезавтра мы еще обсудим атаку. Какие-то третий день, я думаю, либо мы уделим на ультрафишки, которыми пользовались только про, какие-то супер крутые фишки, либо какому-то миксу из КТТ. Вот, я думаю, как-то так мы с вами поступим. позиции. Ну а что, давай. Какие позиции тебя интересуют? Я уже хотел прощаться, но... Xbox, кабина, X, между, курилка, DL Boost он один,
Вот это мы назвали монтаж. Тоже здесь монтаж написано. Дерево, камень. Я думаю, тут без комментариев. Детская. Треуголка. Потому что она выглядит как треугольник. Ну, треуголка, горка под горкой, понятное дело. Шарики. Фонтан. Яма. Вот это X. Здесь позиции игроков обычно слишком много, поэтому все говорят всегда, вот это банан, вот это между. Вот здесь своя должна быть, свое название. Тебе никто никогда не скажет инфу на фейсе подобную, тебе просто скажут толчки. Понятно, банк хелпа. 9. Вода. Болото. Кон. Здесь инфу опять так же. Здесь никто тебе не скажет. Здесь скажет просто лестница тебе, скорее всего. Далее. Ну, понятно, монстр. Это, короче, длинная, короткая многие называют. Или монстр шорт. Бочки, столб, фанера. Монстр справа. Ну, за плантом это все понятно. Как тебе что скажет. Вот эту нычку по-разному все называют. Ее просто нужно уметь называть. Вот. Ну, это АБЦ. Здесь раньше граффити было, его убрали почему-то. Это АБЦ, это также хлопа все называют. Вроде на самом деле все. Дорогие друзья, я с вами сердечно прощаюсь. Спасибо за сегодняшний стрим. И мы увидимся с вами завтра. Так что всех обнял. Всем до завтра. Всем пока. Можно столб назвать хуем? Да!